Добрый день! Это видео посвящено культуре древних евреев и в первую очередь религии, иудаизму, которая во многом определяет этот народ. Основными источниками сведений о мифологии древних евреев являются Библия, точнее Ветхий Завет, причем как канонические книги, созданные в основном в период с XII по IV век до нашей эры, так и апокрифические, датируемые 200 годом до нашей эры, 100 годом нашей эры. Ветхий Завет в иудаизме называется Танах. Это слово акроним, начальные буквы 3 разделов: Тора, пятикнижие, Невиим, пророки, Ктувим, писания агеографы. Еще источники информации о мифологии: Талмуд, 4 век до нашей эры, 1 века новой эры, и небольшое количество исторических сочинений, например, книги Иосифа Флавия, 1 века нашей эры. Талмуд – это толкование закона Моисея, собранные вместе и отредактированные к V веку. Он стал кодексом религиозно-юридических правил житейской и вероисповедной мудрости. Талмуд назывался устным законом, в отличие от писанного Танаха, потому что его содержание долгое время передавалось из уст в уста. По времени возникновения он делится на две части. Более ранняя Мишна, обширное повторение, то есть толкование закона, и позднейшая Гемара, толкование Мишны, то есть толкование толкования. Обе они распадаются в свою очередь на Галаху, свод законов и ритуальных правил, и Агаду, легенды, притчи, юридические казусы и прочее. Мишна написана на древнееврейском языке, Гемара на арамейском, который был разговорным языком восточных евреев. Талмуд сохранился в двух редакциях: Иерусалимский Иерушалми и Вавилонский Бабли. В VI-X веке к Талмуду были добавлены различные комментарии, мидраши. Уникальной для древнего мира чертой иудаизма является монотеизм – вера в одного Бога. Первая известная в истории мировой культуры попытка ввести его была связана с реформой египетского фараона Эхнатона, датируемая примерно XIV веком до нашей эры. Об этом я рассказывала в видео про религиозные воззрения Древнего Египта. И хотя после его смерти в Египте был официально восстановлен политеизм, память об этой реформе должна была сохраниться. Не случайно Библия связывает важнейший этап развития иудаизма с именем Моисея. Ему приписывается положение приемного сына египетской царевны и воспитание при дворе фараона, а время жизни несколько позднее, чем время правления Эхнатона, вероятно, 13 век до нашей эры. История развития иудаизма в древнем мире охватывает значительный промежуток времени. Примерно от начала 2-го тысячелетия до нашей эры, это история Авраама, библейского прародителя народа, и заканчивая первыми веками новой эры. Исследователи предполагают, что изначально религиозные представления древних евреев развивались в русле традиционном для всех религий древнего мира. И переход от политеизма к монотеизму происходил постепенно. Евреи были кочевым народом и, по одной из версий, не давали имен своим богам, используя название места, где сверхъестественное существо, по их мнению, обитало. Проще говоря, бог горы жил в горе, бог ущелья в ущелье, бог реки в реке и так далее. Именно поэтому переход к монотеизму для них оказался более естественным, чем для тех народов, у кого был развитый политеизм с пантеоном богов и установившейся их генеалогией. Однако о подлинном утверждении еврейского монотеизма можно говорить только во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры, когда царь Иосия в 7 веке до нашей эры начал борьбу с идолопоклонством. Но даже в период после Вавилонского пленения в VI веке до нашей эры монотеизм не является строгим. Кроме единого бога Яхве, или по-другому Иеговы, допускается существование большого количества других сверхъестественных существ, ангелов и демонов, созданных Богом. Название иудаизм происходит от имени Иуды, но вовсе не от того, которого все знают и который предал Христа. Иуда – достаточно популярное еврейское имя, не раз встречающееся в Библии. Для того, чтобы понять, кто он, придется немного углубиться в библейскую историю. Как я уже упоминала, религия евреев начинается с Авраама, заключившего договор, завет с Богом, о том, что заказчик в лице бога Яхве умножит потомков Авраама и приведет народ в землю обетованную, место, где они по преданию обретут счастье. А исполнитель в лице Авраама и его потомков будет выполнять божественные заповеди.
Сыновья и внуки Авраама стали родоначальниками колен Израилевых, племен, составляющих народ. Ожидая прихода в землю обетованную, еврейское племя продолжало кочевать и во время большой засухи оказалось на территории Древнего Египта, где обосновалось и осталось жить лет на 400. Со временем их численность, видимо, достигла угрожающих размеров, потому что египетские фараоны стали относиться к ним с опаской, сделали их рабами, а один из них приказал убить всех младенцев мужского пола. Именно в это время рождается пророк Моисей, который младенцем попадает в египетскую царскую семью и в ней воспитывается. Когда он вырос, то выполнил волю Яхве и вывел евреев из рабства, после чего народ скитался по пустыне 40 лет, чтобы умерли все бывшие рабы и только свободные вошли в землю обетованную. В это время Моисей на горе Синай получает от Яхвы 10 заповедей, приложение к договору Авраама, записанное на глиняных табличках. Вот они. «И говорил Илохим все слова сии, сказав: Я Иегова, Илохим твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других Илохим сверх меня. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде под землею. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Иегова, Илохим твой, Илохим-ревнитель, карающий за вину отцов детей до 3-го и 4-го рода, тех, которые ненавидят меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Иеговы, Илохим твоего попусту, ибо не пощадит Иегова того, кто произносит имя его попусту. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякое дело твое, а день 7 суббота, и Иегове Илохим твоему. Не делай никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо в 6 дней создал Иегова небо и землю, море и все, что в них, и почил в день 7. Посему благословил Иегова день субботний и осветил его. Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Иегова Илохим твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным. Не домогайся дома ближнего твоего, не домогайся жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». После смерти пророка евреи под предводительством Иисуса Навина захватывают территорию Палестины и переходят от кочевого образа жизни к оседлому. В новом государстве представители 12 колен получили свои территории, кроме левитов, служителей храма, которые подразделяются на коэнов, священников. Это те, кто ведет свою родословную по мужской линии от Аарона, брата Моисея, и всех остальных. Расцвет еврейской государственности наступает при царе Соломоне в X веке до нашей эры. Тогда был построен знаменитый Иерусалимский храм, который известен только по описаниям. Его строительство началось в 961 году до нашей эры и продолжалось 5 лет. Это так называемый Первый храм. После смерти Соломона государство распадается на Иудею и Израиль. В 8 веке до нашей эры Израиль был захвачен Ассирией. Жители 10 колен угнаны в плен и ассимилированы. А Иудея, где остались колена Иуды и Вениамина, сыновей Иакова, стала единственным еврейским государством до Вавилонского пленения в VI веке до нашей эры. Слова «еврей» и «иудей», «житель Иудеи» в это время стали значить одно и то же. В современной терминологии все же есть различия, и еврей – это представитель народа, а иудей – еврейской религии. Вавилоняне разрушили храм Соломона, который был восстановлен по приказу Кира Великого, после того, как персы завоевали Вавилон. Это второй храм. Естественно, что евреи в это время благожелательно относились к персам и, соответственно, их религии, зороастризму. Из него заимствуются учения о будущем приходе Спасителя, о конце света и последней битве сил добра и зла в иудаизме Армагеддон, о страшном суде и телесном воскрешении, а также ряд других. Персидская империя пала под натиском Александра Македонского.
а евреи оказались под греческим влиянием. В первом веке до нашей эры храм перестроили по приказу царя Ирода I Великого. Размеры его были в длину 31 метр, в ширину 10 метров и в высоту 15 метров. Вместе со всеми пристройками он занимал 52 метра в длину и 27 метров в ширину. Храм был обнесен трехярусным ограждением. Уже при его внуке Иерусалим стал частью Римской империи в 6 году нашей эры. А второй храм был разрушен в 70 году римской армией во главе с будущим императором Титом Флавием во время подавления еврейского восстания. Сохранилась только западная стена, получившая название «Стена плача». Третий храм, согласно преданию, будет построен на месте двух предыдущих. В 135 году, после очередного неудачного восстания против римлян, евреи были изгнаны из Иерусалима, а провинция Иудея переименована в Сирию Палестинскую. Так начался период диаспоры, то есть рассеяния по всему миру, продлившийся вплоть до провозглашения в 1948 году независимого еврейского государства. Все это время большую роль для сохранения единства народа играли традиции, среди которых обращу ваше внимание на две. Первое – кашрут. Правила, касающиеся еды, юридических, бытовых и ритуальных аспектов, основанные на требованиях галахи, свода законов в Талмуде, о котором я уже упоминала в начале этого видео. Так, кошерными считаются коровы, овцы и козы, а свиньи и кролики нет. Рыба будет кошерной, если у нее есть чешуя и плавники. Соответственно, раки и осьминоги не кошерные. Красная икра кошерная, потому как производится кошерными рыбами, а черная нет. Домашняя птица кошерная, а хищники и падальщики нет. Алкоголь не запрещен, но есть система требований и ограничений для определения его кошерности. Некошерными являются насекомые, пресмыкающиеся и грызуны. Интересный факт. Некошерными признаны мобильные телефоны, в которых есть функции СМС-сообщений, интернета, фото- и видеокамеры и так далее. С первых веков нашей эры Талмуд становится основой всей жизни еврейских общин. И не только религиозной. Утратив свое государство и свою светскую власть, живя разбросанными общинами среди иноплеменного и иноверного населения, евреи во всех затруднительных случаях обращались к руководителям своих общин, талмид хахамам. Позже их стали называть раввинами, которые должны были найти решение проблемы в Талмуде. Вторая традиция – шаббат, празднование субботы. По меткому выражению еврейского писателя Ахад Хаари, не столько евреи сохранили шаббат, сколько шаббат сохранил евреев. Это праздник, в который, во-первых, нельзя выполнять определенные виды работ. Среди 40 пунктов запрета есть запрет на приведение предмета в готовность, а значит, нельзя нажимать кнопку лифта, отрывать туалетную бумагу и тем более стряпать. Поэтому блюда субботней трапезы готовятся заранее. Эта традиция восходит к библейским историям про 40-летнее скитание по пустыне после исхода из Египта. Тогда Бог кормил евреев манной, и согласно Торе, в пятницу они должны были собирать двойную порцию маны, чтобы не делать этого в субботу. А в шестой день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. Символизирует эту традицию 2 свечи и 2 халлы, хлеб, заплетенный косой. Шаббат начинается в пятницу с заходом солнца, но за 18 минут до этого женщина зажигает субботние свечи. Во время праздника ни зажигать, ни гасить свечи нельзя. Как религиозный праздник, шаббат сопровождается молитвами и благословениями. Перед началом трапезы происходит троекратное омовение рук. А дальше вся семья с друзьями и родственниками собирается за большим столом, где не только кушают, но и рассказывают истории еврейского народа. Вот это еженедельное напоминание о том, кто они такие, и позволило евреям сохранить свою самоидентичность. Заканчивается шаббат через сутки, в субботу после захода солнца. Так совпало, что в ближайшее к выходу этого видео воскресенье с заходом солнца начался еще один еврейский праздник – Ханука.
Торжество освобождения Иерусалимского храма во время восстания Маковеев в 164 году до нашей эры. Праздник длится 8 дней. Раз уж так случилось, то поздравляю всех причастных к этому торжеству. И на этом прерву свой рассказ. В следующем видео вас ждет захватывающая история, полная страстей и ужасов. История о загробном мире древних евреев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание.